Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Сегодня у нас праздничный день. Ну, блин, просто праздничный день. От такого сильного праздника я просто-напросто зарядил целую килограммовую пачку зернового кофе в кофейный автомат. И будем, конечно же, наверное, целых полгода утром пилить видосы. Нужно немножко закинуться кофейком. Я вообще кофе пью очень редко, но тут решил, конечно же, побаловать себя кофейком, потрепать нервы своему сердечку. Итак, что мы видим? Эфириум 7,7%, биток 1,7%. Давайте, конечно же, с вами посмотрим эту скомовозку, которая тянет нашу тачку с гамнокоинами, и будет ли там что-то у нас расти или нет. Просто-напросто эфириум радует сегодня глаз. Просто радует сегодня глаз. У меня были такие прекрасные мысли вчера вечером, когда я ложился спать, и нужно было все-таки, наверное, хотя бы в голосовом высказаться в Телеграме или что. Иногда я высказываю свои мысли в Телеграме, кому интересно, подписываемся в Телегу. А кофе обалденный, львовский. И, конечно же, ну я не знаю, там в Львове, наверное, просто пофасовали кофе, потому как там его явно не производят, это кофе. Конечно, кстати, у нас сейчас будет очень интересный движ целых полгода. Кому интересно, запрыгиваем в приватку. Все ссылки есть в описании под видео, нужно быть рефералом на бирже. И, конечно же, если вам интересно быть в приватке, научиться, как пользоваться индикаторами, как составить портфель, тоже пишите в телегу в личку, все вам помогу за минимальное вознаграждение. Итак, эфириум 77%. Хорошие были вчера мысли. Приток капитала появился в рынок. Наконец-то мы пробили вершину эту гребаную. Мы ее пилили. Ну, может быть такое, что одну недельку попилили и просто улетели на 3 триллиона 920 миллиардов долларов. Биток 120. Это очень хорошо. Хоть мы и не пошли на перехай, но мы видим то, что капитализация рынка растет. И это та самая банановая зона, за которую я когда-то вам говорил, то, что здесь будет банановая зона и будет все там просто-напросто шикарно. Но пока что мы не видим никакого альт-сезона. Сдерживает мрази. Мрази держат альту. Ох, они ее и держат. Ох же ж они ее, мрази, держат эту альту. Ну так, мы с вами недавно, это буквально было в начале этой недели, предполагали, что здесь у нас будет консолидация по биткоину. Ну, боковое движение. Что мы видим в этот момент? Хоть и здесь было реаккумуляция по биткоину, бычий флаг они здесь сформировали, но мы не видели хорошего движения на эфириуме. Эфириум стоял. Сейчас вот здесь вот мы видим то, что уже потихоньку эфириум начинает оживать. Это гребаная скомовозка. И я думаю, что она потянет эту всю тележку с говном нашим, гомнокоинами, и мы с вами увидим этот гребаный альт-сезон, будет ли он или нет. Бля, что они бросают кофе, я просто в шоке, бля. Я вообще люблю эспрессо пить, потому как американо не особо увлекаюсь этими америкосами. Не, ну это просто капец. Это не, кофе штырит конкретно. Ну, сразу вам говорю свои мысли, говорю как есть. Я думаю, что эта гомновозка нам покажет хоть что-то в этом цикле, потому как я уже неоднократно говорил, даже в прошлом году говорил, что если мы ничего не увидим, значит это скам, больше сюда никто деньги не понесет, в том числе и я. Я еще не хотел нести деньги в июне 2024 года, но сложились так обстоятельства, что я там немножко усреднил портфель, сюда-сюда, короче говоря, и, ну, немножко усреднил, ну, буду сидеть с тем, что есть. В принципе, по биткоину у нас все нормально, все пока идет по плану, как мы с вами и предполагали. Смотрите, буквально сегодня дневка, я буду каждый день снимать видео. Я вам сразу говорю, что моя цель 170к. Сейчас никто, наверное, на ютубе еще ничего такого не говорил. Я вообще YouTube даже вообще не смотрю полностью. Вот эти вот блогеров, я никого их не смотрю. Но кедрони бабушки. На них только даром тратить время нужно. Вот. Что мы видим? Медленная скользяшка зеленая
стоит на месте. Мы вчера это все дело подправили. Оп, вот так вот опять подправим. Вот, она у нас стоит на месте. Быстрая скользяшка желтая начинает двигаться. Если мы это все дело вот так вот увидим, я ничего не менял. Мы будем, конечно же, все здесь смотреть вместе с вами. Вот так вот мы увеличиваем. Я думаю, что вам видно. У вас просто-напросто плавится лицо от профита. Просто плавится лицо от профита у вас. Вы так утром просыпаетесь, как в тех картинках. И такое оплавленное лицо. Манипулятор. Просто трэш. Что мы видим? Быстрая скользяшка начинает потихоньку сжиматься. Как говорится, колечко сжимается. Или пружина сжимается, лишь бы колечко выдержало, и будут у нас колоссальнейшие иксы. Мы видим то, что буквально сегодня на дневке у нас вот 17, 18, мы вот видим 17, 18, каждое вот это вот разграничение это один день. И мы видим то, что оранжевая скользяшка начинает уже загибаться ближе к зеленой скользяшке. Теперь мы это все дело уменьшаем, мы это все дело увеличили. Ну, здесь что сказать. Какие-то тут локальные движения ловить, рассматривать биток, гэпы, ордер-блоки, имбалансы нет смысла. Биток нам не интересный. Мы, конечно же, не инвесторы, мы не спекулянты, мы обычные инвесторы, и мы хотим выйти с рынка, потому как только, конечно же, спекулянты будут здесь рассматривать какие-то там фитили, ликвидности, туда-сюда. Это нужно торговать, скальпить биток. Нам это уже не интересно. Наша задача дождаться движения битка 170 тысяч долларов и увидеть, конечно же, с вами альт-сезон. Вот мы соединяем опять эту скользяшку, но она тут не хочет соединяться. Мы, конечно же, это все дело увеличиваем. И вот так вот по максималочке подправим это все дело, да? Вот так вот. Ну, давайте вот так поставим. Вот так вот. Вот тут буквально чуть-чуточку. Вот полдня прошло. Полдня прошло у нас. Мы же можем это сделать вот так. На 4-часовике, допустим. Вот это вот мы все. Ну, мы тут уже просто заморачиваемся так. И на 4-часовике у нас тут ни хрена не показывает. На дневке у нас просто шикарно. Короче, дневку мы подключаем, смотрим то, что здесь у нас соединение есть. Что мы видим? Желтая скользяшка начинает просто магнитом тянуться к зеленой. Это индикатор P-Cycle Top. Мы на него держим ориентир. Мы с вами это все дело рассматривали неоднократно, уже просто заюзанные 30,5 тысяч видео на YouTube. Каждый день я снимаю ролики, иногда по 2 ролика в день. Я думаю, что вас радует данное видео. Некоторые пишут, конечно же, ласковые и теплые слова благодарности за то, что я снимаю ролики. Некоторые хейтят, ну это такое, без хейтеров тоже никогда ничего не заканчивается. И мы видим то, что у нас начинает просто на каждой дневке желтая прижиматься сюда вот. И я предполагаю, что у нас будет такой вот сценарий событий. На битке вот так вот раз. Мы, по всей видимости, до января 26 года поставим здесь вершину. Вот. Все у нас будет, как и было прежде. 4-летние циклы остаются у нас не сломленные. Одно только остается у нас еще что? Домка не упала, печатный станок не включили. Это будет триггером для заливания бабла в рынок. И альт-сезон. Все, 520 дней у нас сентябрь. Так как у нас цикл немножко растянулся, мы с вами сможем увидеть, ну, даже вершину где-то в октябре, в ноябре 2025 года, где-то так. Цикличность у нас здесь есть, метрика Stock-to-Flow у нас все четко работает, мы видим то, что окраска меняется каждый день, если мы вот так это все дело увеличим, вот. Ну, вот смотрите, мы сейчас где-то 120 тысяч долларов по окраске, вот как было в прошлом цикле 34, примерно вот здесь вот. Еще здесь все у нас шикарно, все у нас хорошо. Заседание ФРС у нас на носу. Но может быть такое, что в июле не будет никакого понижения ставки. Но мы прекрасно видим то, что понижение ставки особо ни хрена не реагирует на рынок, потому как в 2024 году ставка не понижалась. Где сейчас биток? Я уже это неоднократно говорил. Смотрите, биток ушел на 108%. То, что там ставка, все это тоже чухня. Криптоэнтузиастики. Все это чухня собачья, потому как мы с вами рассматривали эту гребаную ставку
United штат, ключевая ставка. Криптоэнтузиастики, мы с вами рассматривали эту гребаную ключевую ставку, и смотрите, что у нас происходило с 2016 по 2019 год. Рынок рос, колоссальнейший альтсезон, биток растет, просто капец, там на 20 тысяч долларов. Здесь подключают фьючерсную торговлю, а ставка увеличивается. Это была полнейшая раскорреляция с ставкой. Какого хрена сейчас вот с этой ставкой, ставка, понизится ставка, туда-сюда, рынком зальют бы. Один-единственный раз это было просто-напросто в 2020 году, когда ставку здесь вот понизили, у нас был коронадамп. Что вы думаете, что если включили станок печатный, если мне дали, допустим, 1000 долларов, я так взял и пошел, понес ее в крипту, да? Я что, дурак, бля? Я понес бы, купил бы автомобиль, может даже Жигули купил бы, просто катался бы. Если бы там какому-то 20-летнему парню дали бы 1000 долларов, что он бы сразу так бы, о, я пошел крипту понес, да? Это все чухня собачья. Этот рынок манипулятивный. Здесь есть какие-то циклы, здесь есть хотение манипуляторов китов, им по барабану эта ставка. Я сразу говорю, что да, конечно же, это может быть триггер для дальнейшего роста, мы это не отрицаем, но если даже и не будет понижаться ставка, то фишка в том, что все равно рынок может расти, потому как там есть цикличность какая-то, 4-летний цикл. С 2024 года, вот смотрим, ставка у нас здесь стоит на паузе, рынок растет. Какого художника, скажете вы, потеряла страна? Почему рынок растет и ставка стоит на месте? Ну, потому что это все просто чухня собачья. Если нужно манипулятору, он будет делать палки, блять, как сегодня на эфире. Вот мы открываем эфириум. Да. Вот давайте откроем на Binance. Откроем на Binance. Вот я никаких тут монтажов, ничего не делал. Вот так просто-напросто пишу видео, как оно есть. Свежие мысли под свежую чашечку эспрессо. Открываем эфириум, смотрите, 3,591. А где ставка? Если нужно манипулятору двигать рынком, все, он двигает. Так, эфириум. Мы идем по целям. По нашим целям. Вот. Цели я указывал был даже в приватке. Смотрим. Первая цель 2900 достигнута. Вторая, третья цель достигнута. Сейчас у нас четвертая 3750. Четвертая, конечно же, 400. Все, мы пробили. Причем здесь ставка? Смотрите на недельке эфириум, да? Где такая палка была последний раз? Вот. Ноябрь 24 года. Вот, май 24 года. Где была ставка? Не нужно привязывать себя к каким-то там непонятным ставкам. Это, в принципе, что касательно поставки, я думаю, что все понятно. Если рынку нужно расти, мы даже можем расти, если в июле даже ставку не понизят. Ну, этого ничего страшного там, я думаю, что не будет. Я думаю, что все у нас здесь произойдет даже до понижения ставки. Вот так вот. А там у нас будет эйфория, и нужно, конечно же, покинуть будет рынок. Кто хочет, тот останется в рынке, но я лично покину рынок. Так, хэш Ribbons. Мы каждый день рассматриваем этот гребаный хэш Ribbons. Его нужно здесь нам подключить. Так, посмотрим. P-Cycle Top. Кто не в курсе, в принципе, мы ожидаем здесь окраску вот такого вот сигнала красный. Красная точка здесь будет. Пересечение зеленой и желтой скользяшки. Это пик. 2017 тоже пик. 2013 было 2 пика. Кто не в курсе, хэш Ribbons и P-Cycle Top самые модные сигналы за всю историю биткоина. Здесь P-Cycle Top еще пока здесь ничего не показывает. Также, ну я думаю, что по P-Cycle Top мы все это дело разобрались. Давайте-ка посмотрим у нас по продажам, торговлям Buy and Sell. Был у нас сигнал на продажу. Я думаю, что здесь у нас может быть такое, что будет консолидация на протяжении 3 недель. У нас есть корреляция с DXY. Все там у нас прекрасно, мы это все дело рассмотрели. И здесь, если был сигнал на продажу, мы с вами, наверное, увидим еще какой-то здесь такой вот, ну, наверное, какой-то крэш на 10% по биткоину. На протяжении вот этой вот консолидации мы с вами сможем, наверное, все-таки увидеть. Посмотрим, понаблюдаем. Также нам нужно посмотреть хэш Ribbons. Мы постоянно просматриваем хэш Ribbons каждый день с вами, потому как я хочу увидеть интересный сигнал на хэш Ribbons.
на хэшрибансе нету, на дневке нету сигнала, есть просто-напросто, так, что-то у меня тут аж 2 хэшрибанса. Здесь у нас есть капитуляция, капитуляция продолжается, и дай бог мы с вами увидим еще один сигнал. Это будет просто шикарнейший триггер для дальнейшего роста. На 4-часовике сигнала нету. Сначала он появляется на 30 минутке, нету на 30 минутке. Нету на 30 минутке. Короче, сначала он появляется на 30 минутке, потом он закрепляется на часе. На часе тоже ничего нету. Если он закрепился на часе, потом нужно смотреть на 4-часовике, точка синяя появляется. Ну и потом, конечно же, на дневке закрепляется на дневке. И вообще сильный сигнал уже будет, когда он будет на недельке. Вот когда, допустим, в пятницу появился сигнал, но неделя прошла, и в понедельник мы смотрим, что есть синяя точка, значит все у нас здесь закрепилось, все у нас просто шикарно. На недельке мы пока не видим данного сигнала. Он может, конечно же, и не быть, но нам достаточно вот майский сигнал, и он отрабатывает. Зачастую, когда у нас на хэшрибансе был сигнал, 60% движения по рынку еще было на биткоине. Если смотреть с момента появления сигнала, 60% у нас будет в диапазоне 173 тысячи долларов, как раз там, где и мы ожидаем биткоин. Да, биток может улететь, конечно же, и на 180, и на 200, но P-Cycle Top нам подсказывает то, что цена битка будет примерно и вершина в диапазоне 170 тысяч долларов. Давайте посмотрим P-Cycle Top. P-Cycle Top. Давайте-ка мы посмотрим P-Cycle Top. Смотрим P-Cycle Top. Вот у нас метрика P-Cycle Top. Вот наш индикатор. И сейчас он показывает нам вершину уже 174. 350 скользяшка у нас проходит в диапазоне 174 тысячи долларов. Вот. Мы можем прикинуть, что вершина по биткоину будет где-то в диапазоне выше, чем 150-174 тысячи долларов. Также у нас 118 показывает нижняя оранжевая скользяшка. Ну, в принципе, такое. Это хорошо. Итак, по биткоину. Я думаю, что здесь у нас будет остановка. Набирается, конечно же, здесь сила на крипторынке. Это хорошо. На 4-часовике у нас здесь все вот так вот выглядит. Биткоин, в принципе, выглядит просто-напросто даже и побычий. Потому как у нас поджатие идет к верхней границе, мы видим то, что у нас биточек просто потихоньку поджимают. И, по всей видимости, будут они здесь что-то творить. Вот такой вот, типа в треугольнике. Зажимать это все дело. И в этот момент я думаю, что мы с вами сможем увидеть движение эфириума. Движение эфириума. Давайте-ка посмотрим эфириум. Идем мы по целям. Но фишка в том, что эфириум еще очень сильно отстает от битка. Мы продолжаем находиться в этом еще накоплении. Мы можем прикинуть, что по эфириуму вот это вот все огромное накопление, это и есть накопление 2021, даже 2022, 2025. И в дальнейшем, конечно же, мои ожидания, то, что эфириум выйдет выше. Хотелось бы увидеть как минимум эфириум в диапазоне 7000 долларов, потому как если мы здесь не увидим эфириум в диапазоне 7000 долларов, в дальнейшем судьба эфириума будет очень плачевная. Ну, смысл тогда с первого альткоина на всем крипторынке, если он будет давать маленькие иксы. Но вот, если взять отсюда, вот сюда вот у нас получается 300% роста. Ну, смысл с этого всего, если можно будет просто взять биток и не ебать себе мозги. Нам нужно хотя бы увидеть по эфириуму, если, допустим, с донышка, ну, как минимум вот сюда, вот, да, 600% роста, и то это 6 иксов, практически такая самая цена выхлопа, как и на битке сейчас. Опять же, смысл покупать эфириум, если можно взять биток на 6 иксов было бы, да. Значит, эфириум может дать чуть больше иксов, ну, пускай там 10 иксов, да, мы уйдем на 11 тысяч долларов. Вот это уже, конечно же, было бы неплохо. И чтобы там манипулятор нам бы показал бы вот такие цены на эфириуме, вот здесь представьте себе, какое было бы фомо. Многие скинули эфириум в диапазоне 2200. Я знаю людей, которые зафиксировали 2200 и говорят, что это уже дальше не наш тренд. Я покупаю
Dogecoin. На Dogecoin я заработаю намного больше иксов, чем на эфириуме, потому как эфириум будет в диапазоне $4000, и дальше мы уходим на медвежку по вот этому вот красному сценарию. 2200. Вот. На вот этом вот проливе. Если представьте. Вот пролив. Огромные блогеры, инфлюенсеры с подпиской 100 тысяч подписчиков нам говорят: все, эфириум дальше не наш тренд. Покупаем Dogecoin. Где сейчас Dogecoin, где сейчас эфириум? Ну, в принципе, такое. У каждого свой выбор. Когда-то и биток был в диапазоне $25 000, не наш тренд. Ну, в принципе, такое. Но я сразу говорю, что манипулятору для того, чтобы показать, что все хорошо на этом рынке, нужно толкнуть эфириум в диапазон $11 000. Конечно же, он может сейчас толкать эфириум в диапазон $11 000 и в этот момент не двигать альткоины. Он может показать их просто-напросто мертвыми. Только здесь вот где-то мы с вами сможем увидеть уже истинную движню на альте. Вот. Правда, это будет где-то не в середине 26 года, я предполагаю, а может быть такое, что до осени все это мы дело сделаем. Ну, вернее, не до осени, а до зимы 2026 года, вернее, до декабря 2025 года. Потому как если манипулятору нужно, я неоднократно повторяю, смотрите, какие дылдаки-палки летит это все дело. Если манипулятору нужно, он покажет иксы. То, что там где-то мы здесь стояли, ничего не делалось, это не говорит о том, что это мертвая, дохлая лошадка. Это черная лошадка, и она двигается очень хорошо. Вот пока я пишу видео, уже 2597. А было утром я проснулся 2500. Вот если нужно манипулятору, он это все двигает. И идут колоссальнейшие ликвидации. Вот. Что мы видим? 2628. Да? Вот если нужно, он его двигает. И для того, чтобы мы с вами увидели хорошее ФОМО, нам нужно как минимум увидеть $7000, как максимум 11. В $20 000 по эфириуму я, конечно же, не особо верю, но если даже мы увидим и $7000, ну блин, это тоже будет не зазорно, это будет очень хорошо, это будет просто замечательно. Но если мы с вами увидим вот такое движение по красному вот этому вот сценарию и идем дальше на медвежку, ну все, экосистема эфириума хоронится, и в дальнейшем нет смысла с эфириума вообще. Можно даже похоронить полностью будет крипту. То, что, конечно же, есть скамы в портфеле, это не отрицает то, что какие-то альткоины хороший показывают тренд. Ну, Суи, Solana, Pepe, например, показывает тренд. Эфир, в принципе, я думаю, что у нас в накоплении. Если мы возьмем в прошлом цикле, то здесь тоже была аналогичная ситуация. Все вот здесь вот орали то, что все. Нужно покидать рынок. Январь 2021 года. При 10 иксах на эфириуме. В дальнейшем мы увидели вот такое движение. 42 икса. 42 икса. Здесь кто вышел, потерял возможности. Потому как если ты здесь выходишь при 10 иксах, смотри, в дальнейшем, если ты перезаходишь, то ты тут ловишь уже сколько? 100% роста, да? 100% роста. Но идеальная точка входа была здесь внизу. Если ты здесь вышел, здесь перезашел, ты в дальнейшем заберешь только 100% роста. А если ты здесь где-то зашел и не рыпаешься с перезаходами, то ты заберешь уже, ну, среднее статистическое, смотри, 25 иксов, 30 иксов, 35 иксов. Даже вот если взять, вот ты просидел вершину, упали, восстановились, вот, 25 иксов, да, 10 иксов и 25 иксов. $10 000 и $25 000 при вложенных $1000. Есть же разница, да, в 2 раза. В принципе, вот так вот. И в дальнейшем, если ты будешь перезаходить здесь не на $10 000, а уже на $1000. Но с $1000 ты уже в дальнейшем заберешь здесь, ну, 150% роста, $2500. Потому как в дальнейшем 10 иксов тебе, ну, не даст эфириум. Это просто-напросто говорит о том, что идеальная точка входа вот здесь вот. И нужно хотя бы сидеть по целям, ожидать, ну, чтобы ты поймал хороший конкретный результат. Да, конечно же, риски есть, но, блин, а как ты здесь заработаешь? Иначе никак. Я вот тоже сижу, руки чешутся, вот так хочется продать, блин. Ну, я просто понимаю, что чтобы что-то здесь получилось, вот наши цели. Вот я думаю,
забрать здесь вложенные при 238%, но здесь забрать уже иксы. Вот здесь у нас будет 400. Ну, здесь получается у нас 421%. Но это с не идеальной точки входа. А если мы, допустим, возьмем по донышку, зайдем вот здесь, вот, то тут у нас все-таки уже будет 10 иксов. Это довольно-таки неплохо. Если биток показал 6 иксов, эфириум 10 иксов, это нормально. Притом с альтсезоном. Это ж нужно эфириуму еще потянуть скамовозку. И нужно приток капитала в рынок. Но мы видим потихоньку, что тотал у нас отыгрывает. Если мы посмотрим тотал, давайте-ка мы посмотрим тотал, что у нас там по тоталу. Может уже, конечно, кому-то все это дело надоело. Ну, мне пока не надоело. Мы видим то, что здесь уже просто зеленые палочки на 4-часовике. У нас просто-напросто хорошо все идет. Тотал у нас работает, так как мы и в принципе предполагали. Вот. Первая цель. Красная. Дотянулись. 3600. Вторая цель. Пробили хай. 373. Теперь у нас мы идем строго по фибо. Вот у нас фибошечка. Вот у нас цель 4500, 4,5 триллиона долларов. Вот наша фибо, подправили немножко. Донышко, край, все тютелька-тютельку, миллиметр-миллиметр. Вот сценарий, то, что говорили, если биток будет 0 и биток развернется с 45 тысяч долларов, уйдет дальше на медвежку. Типа при падении битка у нас будет альтсезон. Ну как будет альтсезон при падении битка, если он просто за собой потянет весь рынок? Он уже локомотив у нас всего рынка. Вот. И даже ликвидность из битка, там было намного меньше капитализация биткоина, это был бы просто вялый, дохлый альтсезон. Нам нужна накачка рынка. Чтобы мы увидели хороший альтсезон, нам нужна накачка. Все, накачка сейчас происходит. Накачка происходит, потому как все рынки выросли. Dow Jones, DXY, золото, серебро выросло, платина выросла, нефть выросла. Разные высокорисковые рынки повырастали. S&P 500 вырос у нас. Есть откуда брать бабки. На тех рынках люди заработали, манипуляторы заработали, напоследок они хотят качнуть еще высокорисковые активы. Куда они будут качать, знают только они сами, но наша задача поучаствовать хотя бы в этом вот движении, не облажаться и выйти на пике. Моя личная задача, там, допустим, выйти там где-то на пике и не облажаться. Дальше, первая цель. 4,5 триллиона долларов, и здесь будет остановка. Нужно будет смотреть. Может быть такое, что мы с вами увидим накачку рынка в диапазон второй цели. Это у нас 6,5-6,7 триллионов долларов. Вот если мы сюда качнемся, то можно себе уже сразу понять, что эфириум точно будет здесь в диапазоне 11 тысяч долларов. Если мы сюда не качнемся, не знаю, это будет, конечно же, плачевненько. В прошлом цикле мы качались. Мы качались вплоть до сиреневой зоны. Вот, даже дотянулись до четверки. У нас сиреневая зона в диапазоне 9 триллионов, четверка у нас 10 триллионов. Ну, это уже тяжеловато, конечно же, но хотя бы вот сюда, чтобы мы качнулись на 6,5, это было просто шикарно. Это было просто шикарно. Вот здесь вот банановая зона, вот тут бы конкретно все стреляло. Накачка рынка была просто бы колоссальная. В рынок занесли бы бабло, все бы продавали бы. Рваные носки, рваные трусы. Криптоэнтузиасты просто бы несли в рынок сюда бы, потому как здесь бы... Это цифры нам бы нарисовали. Это не говорит о том, что здесь на данный момент у нас в рынке, допустим, 4 триллиона долларов. Это рисованные цифры. Они здесь будут 4,5 триллиона долларов только тогда, когда мы здесь отрисуем эти цифры и будем консолидироваться. В консолидации начнут надуваться пузырики наши. И энтузиастики начнут нести бабки сюда. Вот уже вот надуваются они. Сейчас никто не несет. Все сидят тихо, да, там. Потом начнет это все дело отстреливать. Это самый идеальный сценарий. Просто монеты улетают на 50-100%, они начинают раздуваться. И все люди покупают всегда на росте. Я сам когда-то был такой зеленый, покупал на росте. Я покупал на росте, допустим, Пепу. Ой, не Пепу, извиняюсь, это Пепу я уже купил на дне и сижу. А я покупал Шибаину, например. Вот когда-то у нас Шибаина отстреливала, ее здесь даже и нету. Я просто смотрю, она летит. Смотрю 2 икса, смотрю 3 икса, блин, думаю, ну нужно купить, может сейчас что-то хотя бы локально, там 200-300% заберу, блин.
подключается новостной фон. Shiba Inu будет закрывать кучу налей. Это было осенью 2021 года. А, вот Shiba. Ты думаешь, блин, да ну прикупить бы сейчас бы, ну просто 10 иксов моментально, $1000 внесу, 10 иксов поймаю, 10 тысяч долларов вытяну, куплю иномарку себе. Вот так вот люди и несут бабки уже на росте. Это ошибка. Нужно покупать на дне, сидеть, не рыпаться и там на росте продавать. Вот в принципе вот так вот. И конечно же, я думаю, что у нас, как только здесь все это дело остановится, начнет консолидироваться, у нас начнут резко надуваться пузыри, энтузиасты начнут нести бабки, и тогда здесь будет уже конкретная капитализация рынка. Сейчас это все рисованное. Это все рисовано, здесь еще в рынке денег практически нету. Вот понесут, потом будет видно. Увидите, будут продавать, будут кричать в телеге, везде будут кричать, что купить, то на 2 икса, на 10 иксов. Сейчас все молчат. Как только начнется двигаться альта, все начнут орать. Самый негативный сценарий это то, что мы, конечно же, с вами не увидим никакого альт-сезона. Это тоже нужно понимать. Потому как в альте все засажены с 21 года, 17 года, все сидят в альте, битка ни у кого нету. Альту сейчас хоть и двинули на практически 2 икса, но никто даже выйти в ноль не может. Никто даже в ноль выйти не может. Что у нас по комментариям? Давайте-ка посмотрим комментарии. Посмотрим комментарии, там интересные. Так, Бред тоже из этого клуба. Бред и Аппи тоже из этого клуба. Это по поводу монет пишут. Нужно посмотреть монетки. Монета 1x в портфеле не держите. Нет, я не держу эту монетку, у меня ее нету. Какие цели по монетам? Кто спрашивает, типа, какие цели? Минимум хотя бы сейчас увидеть. Ну, это не альт-сезон. Вот как только монета даст 2-3 икса, 4-5, это можно уже представить, что это альт-сезон. Пока что мы видим 20-30%. Вот за неделю 30%. Это просто движение рынка за битком и за эфириумом. Вот как только начнет стрелять, как стреляла Пепе, например, вот тогда это будет альт-сезон. Сейчас пока что это не альт-сезон. Как только начнут отстреливать монеты, вот прошлой весной Пеппа дала 12 иксов. Вот это можно сказать, что идет альт-сезон. Вот там уже нужно продавать. Сейчас у нас просто вяленькое движение. Ну, можно поскальпить, можно там что-то взять на какие-то там локальные иксы. Ну, можно, в принципе, больше ничего особо не делать. Если у тебя нету бабла на свободных стейблов, то можно вообще ничего не делать. Что так долго грузится? Что у нас, в принципе, Ripple 3,63. Вчера я немножко скинул рипла, сегодня опять видим с 20%. Ну, я там по чуть-чуть фиксирую. Остальную часть, наверное, можно оставить где-то в диапазон 5-6 долларов, пускай себе там валяется. Ripple сильно знатно отжирает капу у всего крипторынка. Если бы не Ripple, смотрите, сейчас XRP, блядь, 215 миллиардов долларов. Ну, было буквально 170 ярдов. Блин, ну что ж такое с этим риплом сраным, блин. Я понимаю, что фома там туда-сюда, но, блин, ну Ripple. Ну, мертвая экосистема, да, понятно, там какие-то банки, это все они прилепят. Нету там, оно ничего не работает, это все манипуляции. Но я вам говорил по поводу этой манипуляции. Смотрите, за месяц 114, может где-то там в моменте 110 миллиардов долларов. И 215. 2 икса на капитализации. 2 икса на капитализации. Что мы видим на цене? $1.97 и 3,60. Даже нету 2 иксов на цене. Ну смысл, блин, ну смысл просто-напросто взять 100 миллиардов долларов, засунуть в Ripple, чтобы двинуть его буквально на каких-то 80%. Вы себе представьте, если мы бы 100 миллиардов долларов вложили бы, ну, к примеру, там, ну, я не говорю там о Пепе, я, конечно же, Пепе максималист, но смотрите, прикиньте, 100 миллиардов долларов вложим в Пепу. Это получается здесь 105 ярдов. Это просто колоссальнейшие иксы. Это 30 иксов на Пепе можно вот так вот, фух, и улететь. Или там на монетке, допустим, Litecoin вложить, да? Или в Toncoin там вложить, или там в Shiba Inu вложить, или в Хеберу там.
Ну, Хибера это, конечно же, тоже экосистема Ripple, или XLM тоже, ну, или ADA Cardano, или Dogecoin. Они, бля, влаживают в Ripple. Ну, это просто трэш. Просыпайся, смотришь на вот эту вот капу, да. Ripple может пойти где-то там на 5, на 7 баксов может, конечно же, улететь Ripple. По всей видимости, крупный игрок решил пока манипулировать высоколиквидными активами, потому как ему нужны иксы, и здесь он может взять даже плечи какие-то хорошие, двинуть, капитализация большая, распределить это все дело, не обваливая рынок. Все это дело, по всей видимости, так работает. Потом с репла они начнут, наверное, куда-то, может, еще двигать что-то там. Может, Солану двинут. Может, еще что-то новое там двинут. Они, не знаю, посмотрим. Солана 180. Блин, у меня был такой шикарнейший лонг по Солане. Я его прикрыл. Нужно было держать. Нужно было держать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Суи 4. Я вообще думаю, что Суи может дать 10 иксов. Многие говорят, что капитализация будет большая, невозможно, но вот смотрим капу Ripple, да, в 2 раза увеличилась. В прошлом цикле Ripple тоже у нас занимал 3-е место на крипторынке. В 2015 там 2013 он занимал 2-е место вместо эфириума. Ну, эфириум у нас это смарт-контракты, а Ripple у нас пока ничего такого интересного не показывает, но он может, конечно же, догнать по капитализации эфириум. Я не говорю по цене, но по капе, да, он может догнать. BNB-шка, Solana. Я думаю, что Суи у нас тоже приподнимется, заменит Аду Кардану. Ада Кардана у нас такой немножко мертвый проект, там особо ничего на ней не делается. Ну, посмотрим. Я думаю, что все будет у нас дальше качаться. Так, что касательно по арбитруму. Кратко, куда может долететь. Я думаю, куда может делиснуться. Да. Так, АТХ по эфиру 4800 плюс. DNX, давайте посмотрим DNX. Я думал, куда может делиснуться арбитрум. DNX. Арбитрум, я держу арбитрум, у меня по арбитруму у меня намного лучше ожидания, чем на Старкнете, например. DNX, ну что здесь? Ну, укатали просто знатно, и фишка в том, что большинство проектов укатывается туда, откуда начинается манипуляция. Манипуляция у нас вот здесь вот началась. Здесь как раз то место, где нужно усреднить проект. Вот если ты его где-то прикупил, образно говоря, на $300, вот здесь вот, здесь тебе нужно уже обратно внести $300. Но $300 ты здесь не внесешь, потому как у тебя их нету. Ну, хотя бы вот долларов 100 взять. Ты сразу же снижаешь точку входа. Вот. И мы видим уже даже про проторговки, что здесь была проторговка, здесь уже и шла капитуляция. Капитуляция и шла. Хэш Ribbons у нас, в принципе, только на битке отрабатывает. Что у нас по объемам? Давай-ка посмотрим объемы. Так вот, раз. И видим здесь объемы, и здесь объемы у нас были. Вот как раз там, где мы и накинули наши цели. Вот у нас объемы, вот у нас объемы. И в принципе, если будет альт-сезон, большинство людей у нас вероятность может быть такая, что выйдут просто-напросто вот здесь. Но тут у нас сделают боковое какое-то движение, может быть такое, что с обновлением лоев. Но так как у нас уже рынок двинулся, мы, по всей видимости, можем с вами увидеть уже без обновления лоев. Я думаю, что вот сюда вот мы, в принципе, сходим. И если с донышка, вот у нас цели, смотри, 30 иксов. Кто-то здесь выйдет в 0, у кого-то будет здесь 30 иксов. И это нормально. Это нормально, потому как все скамовозки такую вот фигню рисуют. Нужно тебе здесь усреднить позицию. По-любому ты где-то здесь закотлетил. Ну, усредни хотя бы на 20-30%. Усредни, чтобы ты снизил точку входа. Тогда у тебя здесь будут руки развязаны, ты или здесь скинешь объемы. Если у тебя, допустим, здесь 300 баксов, сюда ты закинул 200, тут у тебя уже будет примерно, ну, уже сейчас будет у тебя здесь 500 внесено. Тут, если мы сюда выйдем, у тебя уже будет точка выхода в 0. Твои $500 появятся на балансе, и ты можешь это все дело врезать, ну, оставишь 200 баксов на туземон, чтобы здесь хотя бы забрать какое-то истинное движение по иксам.
Ну и здесь будет по иксам 120% роста. 250 ты оставишь, тут будет 500 баксов, и ты тут уже можешь все это дело распродать. В принципе, вот такой вот план. Если ты засажен в данный актив. Я это не покупал. У меня нету этого актива по арбитруму. Давайте посмотрим. Вот такой вот DNX. У нас здесь ничего такого интересного нету. Ну типа TAO, Filecoin, простой какой-то проект. Капитализация 2 миллиона долларов, небольшая капа. Торгуется он на биржах Gate, BinX и все. Эти скамовозки будут отстреливать самый последний период времени, по всей видимости. И Arbitrum. Arbitrum я, конечно же, удерживаю. Я когда добрал там спекулятивно, застрял в нем, потом чуть-чуть что-то я усреднил, ну не знаю, двинется он или нет. Желательно было бы усреднить, но не особо хочется. Parachain Capital, инвесторы здесь есть, 2 миллиарда долларов капитализация. Арбитру мне нравится то, что он хотя бы здесь показывает какую-то волатильность. Вот у нас раз движение, два движения, ну может будет здесь третье движение, поджим, и дальше мы выйдем куда-то вот выше. В 3 доллара, может быть такое, что в 3 доллара мы выйдем. Starknet немножко другую ситуацию отрисовал. Правда, у нас капитализация по Starknet намного меньше, чем по Арбитруму. Арбитрум у нас пробил клин нисходящий. Я делал пост, говорил, когда мы вот здесь вот были, то, что арбитрум движется в нисходящем клине, и его можно расторговать. Правда, я его не трогаю, не расторговываю. Сейчас мы пробили клин, трендовую линию пробили, здесь закрепляемся. Дальше ожидаю, ну хотя бы вот такое вот боковое движение небольшое. Это может быть не до декабря 2025 года, намного раньше, потому как это у нас здесь неделька, а я здесь все это дело на дневке отрисовывал. Вот так вот. Март 26 год, ну может быть такое, что в марте 26 года, может быть намного раньше, там где-то в декабре мы выстрелим по арбитруму. Может у нас здесь будет какой-то боковичок такой очень быстрый. Посмотрим, понаблюдаем в принципе. Ну, ожидания здесь у меня есть. Я думаю, что диапазон 3 бакса мы сможем преодолеть. Хоть он и очень тяжелый, но вот у нас импульс последний и 3,8 доллара, да. Вот, 3,8 доллара, вот наша цель. Вот так вот. В принципе, это первая цель. Первая цель, конечно же, 2,3 выйти в 0. Перебить хай. Потом у нас вот это. Это будет только в том случае, если мы отрисуем еще какой-то период времени боковик и сделаем поджатие к верхней части. Вот так вот мы поджим сделаем. Вот сюда вот мы сходим, проторгуемся. А может даже без вот этого вот поджима импульсом будет вверх движение. Посмотрим, понаблюдаем. Это будет только в том случае, если рынок будет расти. Если, конечно же, нас не обманут с этим альт-сезоном. Я думаю, что с альт-сезоном нас не обманут. Все у нас получится. Все у нас, в принципе, вроде бы как будто бы хорошо. Но есть, конечно же, некая тревога. Есть некая тревога. Но мы будем только думать о хорошем, потому как плохие мысли, люди не хотят смотреть видео, и вообще они потом говорят, что отписываемся и туда-сюда. Так, нам нужны подписчики, криптоэнтузиасты, нужно поддержать канал, потому как, ну что здесь, подписчики, вообще что-то здесь вяло. Нужно, чтобы вы поддержали канал, поделились данным видео со своими криптоэнтузиастами, друзьями, и все у нас будет хорошо. Вот человек писал за эфириум. Я думаю, что скоро он будет покупать эфириум, потому как он говорил, что эфириум эта технология будет только тогда, когда будет он в диапазоне 4000 долларов, и он его будет рассматривать к покупкам. Мы уже приблизились 3600. Интересно, у него фома или нет, потому как ему все твердили, бери эфириум на 2 икса. Это будут легкие, быстрые иксы, когда эфириум стоял в диапазоне 1500 долларов. Он тогда сказал, что эфириум это скам, нужно покупать биток в диапазоне 110к. Ну, вот, в принципе, такая вот история. Да, Ripple 360, BNB 735, все у нас двинулось. BNB я был распродал, вытянул бабки с рынка, ну, Dogecoin 23 цента, ADA Cardano 85, Huobi 46, ну, альта пока что ничего не показывает. Pepe. Я Pepe максималист и считаю, что Pepe с текущих может нам дать еще 3-4 икса. Что мы видим? Pepe в настоящее время находится в аккумуляции. Это мемкоин, это гем, конечно же, этой бычки, и считаю, что он двинется. Вестинг.
Давайте посмотрим вестинг. Здесь у нас все разблокировано, все монеты в обороте, они находятся в руках, в лапах одного манипулятора, капитализация 5 миллиардов долларов. Когда-то мне говорили, что Пепе это скам, когда я его хотел прикупить на $1000 в 2023 году. Но жалко, я прислушался к мнению этих энтузиастов, которые сидели у меня в телеграм-канале. Они сказали, что это скам, мне нужно его брать, но если бы я взял бы на $1000, то здесь были бы уже хорошие иксы. Вот если представить, на $1000. Вот моя точка входа была, и здесь у нас было 30 иксов. 30 тысяч долларов ты мог бы вытянуть без рынка. Пепе выглядит неплохо. Идем за эфириумом. Восходящий тренд. Отбились мы от нижней границы трендовой линии. Все у нас здесь потихоньку разворачивается. И если нам кажется, что нужно здесь поджим к хаю, то это ложное мнение. Потому как в прошлом цикле, смотрите, вот 24 год, поглощение и улетели. Здесь тоже может быть так вот, поглощение на 18 и импульс вверх. Я думаю, что мы сможем с вами преодолеть вот это вот движение хай и уйти хотя бы на четверку. Если у тебя идеальная точка входа, твой заход вот здесь, то у тебя здесь будет уже 35 иксов. Это будет нормально. Это будет нормально. Ну а если мы прикинем по поводу Фибо, то мы здесь видим 618 уровень, также 64, ну и закрытие 0. Закрытие 0. Но в принципе закрытие 0 может быть здесь очень тяжелая. Ситуация может быть как на Shiba Inu в 2021 году. Мы тогда приблизились к восьмерке. Начали все инфлюенсеры писать видео, то что мы улетаем закрывать 0. И там были многие засажены. Но я не исключаю то, что Пепе может прийти вот сюда, вот этот вот блок, закрыть 1.0 и тут уже распределиться. Может быть такое. Может быть такое. Я, в принципе, это не исключаю. Мы этот блок, в принципе, оставим для дальнейших рассмотров. Может, здесь у нас и будет распределение. В принципе, мы вот здесь вот такую вот линию рисовали. Может, здесь и будет наше распределение по Пепе. Мы прикроем 1.0 и дальше у нас будет медвежка. Может, это сильнейший гэм. Я не знаю, посмотрим. Но я Пепе максималист. Верю в данный инструмент. Я думаю, что он покажет хотя бы как минимум движение с текущих, это 5 иксов. 5 иксов. Пепе на данный момент находится в аккумуляции. Вот в принципе вот так вот. По Пепе у нас все нормально, все шикарно. Давайте кинем объемы, посмотрим, что у нас было по объемам вот этот вот период времени. И мы видим то, что у нас линия POC проходит просто-напросто вот здесь вот по низу. Вот наша линия POC. Вот она. Линия POC. У нас Пепе здесь накапливали в диапазоне 69,7. Большое количество монет в руках создателей. Создатели были скинули. Они продавали весь 24 год летом. Тогда весь 23 год летом. Не 24, а 23 год летом. Они вот здесь вот продавали. Потому как манипулятор задвинул данный инструмент на колоссальнейшие иксы. У них были иксы, и они начали все это дело распихивать, распродавать с радости. Но манипулятор выкупил это все дело у нас весь 23 год и запампил вот сюда вот цену. Все, потом было фома по поводу Пепе. Линия POC у нас здесь проходит по самому низу. Если посмотреть вот эти объемы, у нас здесь вот линия POC проходит. Пепе выглядит неплохо в аккумуляции, и я думаю, что она пойдет 4 икса как минимум, вот здесь вот она может дать. С хорошей точки входа это будет просто колоссальнейшие иксы. Вот, допустим, точка входа, здесь у тебя будет 60 иксов. Это просто шикарно. Это просто шикарно. Вот, в принципе, вот так вот. Что касательно Пепе, я думаю, что у нас все нормально. Рынок у нас накачивает. Биток у нас 1,8%, эфириум 8,1%. Давайте еще посмотрим, какой приток капитала у нас. Все у нас просто идет шикарно. Я думаю, что все у нас получится. Давайте посмотрим доминацию. Мы не рассматривали доминацию. Что у нас там по домке? Доминация начала падать. Смотрим, сегодня опять падение доминации. Пробили мы нашу цель. Вот наша цель, смотри, зеленый блок. Мы ушли ниже этого фитиля. Это говорит о том, что, по всей видимости, все. Доминация ломает свой восходящий тренд. Восходящий клин у нас отработал. Протекло это все дело вниз. Просто течка полным ходом идет. Течка по доминации. Приток капитала идет намного больше, чем в биток. Приток капитала идет намного больше в альткоины, в эфириум и в XRP намного больше, чем в биток. И
мы видим то, что доминация и преобладание роста биткоина на этом рынке намного меньше, чем альты. Это не говорит о том, что биток продают и переливают бабки в альту. Это только дурак такое может делать. И доминация нам говорит о том, что не переливается бабло с битка в альту, а просто-напросто идет приток капитала намного больше в альту, чем в биток. Если бы биток сейчас продавали и шло бы перетекание капитала с битка в альту, перелив, как некоторые говорят инфлюенсеры, то биток просто-напросто бы дампился. Он и шел бы на коррекцию. Это были бы продажи. А биток сейчас удерживает. Его распределяют потихоньку разным энтузиастам, которые верят в биток. Да, его продают, но маленькими позициями, чтобы не сдвинуть цену битка вниз. А просто его удерживают, и кто-то покупает, ритейл покупает, но он покупает намного больше альткоинов, потому как в надежде хочет увидеть альт-сезон. И это видно нам на доминации. Приток капитала в биток намного меньше, чем в альту. Вот мы видим. Приток капитала 1%, в эфириум 7%, в XRP 19%, в Solana 6%. Доминация у нас в принципе пробила вот этот вот блок, который я указывал буквально позавчера, пробьем, и будет надежда то, что мы будем дальше падать. Все. Цели мы здесь поставили, посмотрим, что у нас будет здесь дальше. И на недельке выглядит это вот так вот. В прошлом цикле, смотрим, мы 4 недели падаем. Хорошее падение. Эта неделя хорошее падение, у нас еще есть суббота. В прошлом цикле мы на недельке 9 недель падали просто вниз. Может быть такое, что мы здесь сейчас остановимся, будем еще консолидироваться, как это было вот здесь вот. А может быть такое, что мы продолжим падать. 9 недель падения – это звонок о том, что нужно фиксировать прибыль. 2017 год. Вот. Аналогичная ситуация. Подряд огромные красные свечи. И вот еще напоследок. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас было 9 недель подряд падения. Здесь была небольшая остановка. Вот у нас раз, два, три, 4 падения. Здесь у нас тоже 4 красные свечи падения. Может быть такое, что мы здесь увидим остановку, как это было в 2021 году. Месяц мы можем подолбить здесь боковик, и дальше еще будет падение. Может быть такое, что мы без остановки будем просто падать, потому как мы длительный период времени росли, и без остановки мы можем падать. Может у нас было здесь вот 3 недели падения, потом остановились, мурыжили здесь все, и дальше будет резкое падение, как это было в 2021 году, да? Упали, мурыжили, резкое падение. Вот. Упали, мурыжили, резкое падение. Но мурыжили очень долго. Доминация биткоина выглядит все у нас здесь хорошо. Идем по нашим целям, пробили зеленый блок, шикарно. Желательно на следующей неделе увидеть еще одну красную свечу падения доминации биткоина, и уже, наверное, было бы еще падение. По времени уже сильно уже, конечно же, затянули. Пора уже падать. Я, в принципе, предполагал, что у нас будет падение доминации биткоина где-то в марте, в апреле начнется. Но немножко затянули. Тут у нас медвежий флаг. Дофа рассмотрел это все дело. Я, конечно же, не рассматривал медвежий флаг. Я просто говорил, что мы здесь идем в канале. Из канала мы в прекрасный момент выйдем. Как только мы поджались к середине канала, я уже в видео говорил, что будет у нас поджатие в нижнюю часть канала и будет выход с канала. Вот как только мы сюда вот поджались, сразу я сказал, что у нас здесь есть цель идти ниже. Все. Шикарно, на дневке просто валимся, это просто классно. Что у нас по притоку капитала? Давайте посмотрим. Вот этот гребаный ETF, он не дает нам покоя, потому как видно, что крупный игрок заносит бабки через ETF и выносит бабки через ETF. И альт-сезон просто не устраивает. Приток капитала, мы видим то, что на этой неделе колоссальнейший приток капитала. 200 ярдов, 400, 799, 522 вчера. Сегодня ничего не показывает. По эфириуму мы видим то, что у нас увеличивается приток капитала 726, 602 ярда. И по Solana. Давайте посмотрим Solana. Solana я посмотрел то, что у нас здесь не было притока капитала. И в принципе я думаю, что Solana можно лонгануть. Зашел в лонг. Поставил стоп. Все туда-сюда. Но потом решил, короче, еще
скальпануть на Солане небольшой шорт. Открываешь шорт, и, конечно же, лонг автоматом закрывается. Ну, лонг закрылся, я потом не перезаходил. Сейчас 8,4. Впрыгивать, конечно же, ну, можно рискнуть, впрыгнуть в Солану 180. Блин, хорошая была точка входа по 160. Ну, сейчас уже как-то, не знаю. Ну, может, на фичи лучше вообще не лезть, потому как лучше посидеть на споте. В принципе, вот так вот. Рынок у нас хорошо растет. Смотрим, 3 триллиона 930 уже. Есть приток капитала. Они это все дело двигают. Дай бог, чтобы мы с вами увидели альтсезон и эйфорию. Что касательно индикатора альтсезона, там уже показывает альтсезон. Смотрите. Если у вас есть 2 икса, ну, нужно уже фиксировать. Нужно фиксировать, забирать какой-то приток капитала. Но альта просто не двинулась. Это локальный индикатор, он двигается каждый месяц. То биткоин сезон, то альт сезон. Есть у нас глобальный индикатор, который двигался у нас в декабре 2024 года и в марте 2024 года. Мы тоже на него держали ориентир. Сейчас он двигается к отметочке 44-45. Ну, можно, конечно, на этот индикатор ориентироваться. Если мы там на 70 пойдем, то уже здесь начинать что-то фиксировать. Ну и есть еще глобальный индикатор, который показывает отметочку 29. И он тоже сдвинулся, смотрите. Этот индикатор нам показывал альтсезон только на пике 22 года, 21 года и 17 год. Вот, в принципе, вот так вот. Этот индикатор ничего не показывает. Он, по всей видимости, показывает альтсезоны уже пиковые, когда рынок поставил свой хай, вот на пике он показал уже, что альтсезон выходи. Есть локальные, они по всей видимости для перезахода. Вот у нас такой годичный для перезахода, а вот есть месячный. Ну, сейчас рисковать на месяце что-то фиксировать. Ну, 2 икса разве что. Ну, 2 иксов нету. Я брал некоторые активы в апреле на 2 икса, они просто не показывают 2 икса. Альта вроде бы и показывает, но это у нас показывает индикатор за счет репла. Вот мы если вниз спустимся, смотрим Бонг, что у нас показывает по данному индикатору, что можно фиксировать. XRP, SUI, XLM, WhiteBit, Hebera, AVAX, ну все. Просто-напросто ни о чем. Это у нас индикатор относительно репла показывает. Просто ни о чем. Если здесь посмотрим годичный, что у нас здесь? Ну, опять же, тоже XRP, SUI, ну, так себе. Ой, ну не знаю, короче, блин, фиксировать по альте что-то, ну, там просто ни о чем, ни о чем. Уже все кричат, уже там и Пшава кричит, что уже иксы, там, Фома, Шмома, но это еще просто ни о чем даже, это ни о чем. Ну, хотя бы, чтобы увидеть там движение какое-то хорошее, да. Вот что ни о чем, смотрим портфель. Смотрим, 24 часа, смотрите. Ну какой здесь приток капитала на портфеле? Ну, альта просто мертва. Есть у меня в портфеле эфириум, смотрим, Пепе на первом месте, эфир, Суи, Солана. Чуть стейблов здесь есть у меня там, я фиксировал что-то на 2 икса. Арбитрум за 7 дней. Есть, в принципе, рост небольшой. За 30 дней. Все это выглядит вот так. Вроде бы рост. 90 дней. Мы даже не пришли к значению... Ну, вот, пришли сегодня. Мы пришли к значениям мая. 14 мая. Тогда эфириум стоил в диапазоне 2 с копейками. Сейчас эфириум стоит уже 3600. Мы по альте. Майские значения 25 года. Глобально портфель выглядит вот так вот. Вот. Вот альтсезон. Апрель 24 год, март. Вот альтсезон. Ноябрь-декабрь 24 год. Вот сейчас альтсезон. В 2 раза меньше капитала на портфеле, чем было это в марте и в декабре 24 года. Они уже кричат за какую-то эйфорию. Какая эйфория? Не, ну, даже если ты брал бы на 2 икса где-то там весной, у тебя все равно нету никаких там иксов хороших. Ну вот Суи, да, за год. Ну вот ты там взял, допустим, да, май. Ну вот в апреле ты взял по 2.29, да, ну 2 икса там с натяжечкой что-то там показывает. Но это не так, как будто бы ты вот здесь взял вот, и вот тут ты находишься. Ты взял где-то там по $1 и по 4,5, по 5 ты находишься. 5 иксов. О, вот это вот нормально.
Эйфории, конечно же, особо нету, но мы видим, что рынок двигается. Надеемся, что у нас будет приток капитала хороший. По целям мы туда пойдем, и там будут отстрелы, дай бог. Если этого не произойдет, ну, в дальнейшем просто это скам, никто сюда бабки нести, по всей видимости, не будет. У нас уже все рынки выросли, остался только криптовалютный рынок, еще не вырос. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю мирного неба, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, биржи, если ты реферал на моей бирже, одной из бирж, особенно на BinX, я могу тебя добавить в закрытый канал. Там даю разные сетапы. Пиши в личку. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.